А сейчас мы услышим чрезвычайно важное сообщение по теме «Комплексный подход к ведению больного БАС». Его представит Кэти Митчел, которая является для нас важным очень человеком. В данном случае она представляет также Международный Альянс помощи больным БАС. И Кэти является медицинской сестрой, также по своей специальности. Мы очень многому учимся у наших коллег, и поэтому ждем этого сообщения. А переводчиком у нас будет Катя. Второй микрофон. Вам немножко. Нет, давайте начнем. У нас еще народ пришел. Сейчас Кэти сказала. No, you're going to speak. I don't need this. I'm going to do it. Кэти решила, Кэти будет говорить громким командным голосом, а я буду переводить микрофон. Хорошо? First of all, thank you so much to Lev for inviting us, Richard Sloan and I, to come to Moscow. Во-первых, в первую очередь я хотела бы поблагодарить Льва Брылева за возможность присутствовать здесь, в Москве. Хочу выразить благодарность от своего лица и от имени Ричарда Слоуна, который тоже будет вскоре докладывать. And we're delighted to see the people here from St. Petersburg, so thank you for coming. Для нас огромное счастье видеть людей из Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое, что вы приехали. And for those of you who are joining us online, thank you and welcome. We're hoping you're enjoying the day. И те, кто присоединились к нам в онлайн-трансляции, спасибо вам большое и очень надеемся на хороший и плодотворный день. Our goal is to share knowledge. Наша цель – делиться знаниями, Clinical experience, клиническим опытом, information, информацией and the passion that we all share all over the world. и той страстью, которую мы делим со всеми людьми в мире. For our patients, we are working for you. Для наших пациентов, да, мы работаем для вас. And you climb Mount Everest every single day. И вы, люди, которые болеют, которые сталкиваются с этой болезнью, именно вы карабкаетесь, залезаете на тот самый Эверест каждый день своей жизни. While we have been here, we've seen patients in their homes. Мы здесь уже неделю. Нам удалось увидеть пациентов у них дома. We've seen people in clinics. Мы видели больных, госпитализированных в клинику. And we have seen people in outpatient clinics. И также мы видели консультации специалистов, когда пациенты приезжают на прием амбулаторный. This project has absolutely amazed me. И этот проект, в котором я сейчас участвую, меня совершенно потряс. 6 years ago, I met Lev, I met Natalia, I met some people who have changed the world. 6 лет назад я встретила Льва, я встретила Наташу, я встретила тех людей, которые изменили мир. And I think because I'm Canadian, I am Canadian. И потому что я канадка. I kind of brought some things to share. Я принесла некоторые вещи, которые я хотела бы разделить с вами. I brought my bag, so I'm the only one with a Canadian bag. Ну, во-первых, у меня есть канадский пакет, и я единственный человек здесь на конференции, у которого есть канадский пакет. And I always use these on my purse so that everything's connected. Я всегда использую вот такой карабин на своих сумках, ну, потому что я знаю, что все связано со всеми вещами, все друг с другом связано. We're all connected. И мы все связаны. So, first thing in my bag. Первое, что я хочу показать вам. We get our information usually from books. Обычно мы все получаем информацию из книг. And I'm leaving this for the association. И я хочу оставить эту книгу в службе БАС ассоциации. Because it's up to date. Потому что это очень современная книга, очень современной информации. And it gives people information from the time they're diagnosed. И в этой книге можно подчеркнуть информацию, начиная с момента постановки диагноза. That they will need through this journey. И этой информацией из книги они могут пользоваться на протяжении всего своего пути с БАС. And my colleague Richard Sloan has actually written part of this book also. И Ричард Слоун, мой коллега, является одним из авторов этой книги, написал очень большую часть ее. Okay. Спасибо. Thank you very much. So the next thing I brought was DVDs. Еще я привезла DVD.
This is from the ALS Association of America. Это продукт Американской ассоциации БАС. But every ALS association has information. Но каждая, любая ассоциация БАС дает больным, родственникам информацию. And you can download this information from the internet, from the websites. Вы можете сохранить эту информацию себе на компьютер из интернета. You can be sitting in your bathrobe in your house downloading stuff. Вы, в конце концов, можете даже ванну принимать и скачивать всю эту информацию. Now, when I came to Russia, Когда я приехала в Россию, they gave me a map of the subway. мне дали карту метро. And I'm going, yeah? Wait a minute. Не нуждается в переводе. Но я смотрю на это, я вообще не понимаю, что это такое. So I don't know if I'm holding the map upside down, No, it's or upside down. it's upside down. I thought that was the problem. My map is upside down. Я не понимаю, я вообще ее правильно держу, потому что я ее перевернула вверх ногами, и я говорю, ну да, вы ее перевернули вверх ногами. Говорю, точно, я же ее ногами. Вот в чем проблема была. So our patients have to find a map for what will happen with them. И все наши пациенты должны найти свою карту, да, которая покажет им, что с ними будет происходить дальше, которая поможет им дальше жить. And we're at different stages on the map all the time. И каждый из нас занимает разное положение, разную стадию, да, на этой карте. I discovered how to ride the subway, the Moscow metro. Я поняла, как пользоваться московским метро. I get on, I get off 3 stops later. 2 stops. Oh, I've been getting off 3 stops. Кэти говорит, что я сажусь в метро, я выхожу через 3 станции. Просто мы, когда ездили к пациентам, мы все время пересаживались на Новокузнецкой, и это 2 станции от их отеля. Поэтому я говорю, что 2 станции. Говорит, ой, а я 3 станции проезжаю. Watch my map. Now we are sharing information. Мы делимся информацией. We can call each other. Мы можем позвонить друг другу. We can internet or iPad each other. Мы можем написать в интернете, используя планшеты. And this is the internet. Это интернет. It is. Это действительно And интернет. you can see how well connected we are. Вы вот на примере этой сети, да, вот этой сеточки, вы можете понять, как хорошо мы связаны друг с другом. Our patients are connected on websites like Patients Like Me. Наши пациенты связываются друг с другом на таком веб-портале, Patients Like Me, пациенты как я. Our doctors and clinicians are connected through the International Symposium. Врачи, специалисты медицинских служб связываются и общаются на международных симпозиумах. And we are connected to our families through the internet. И, конечно, через интернет мы связаны с семьями. I haven't seen my husband for about 12 days now. Я уже 12 дней не вижу своего мужа. But every time I wake up, I say, I'm here, I'm having a good time. Но каждое утро, когда я просыпаюсь, я пишу, я здесь, все хорошо, у меня все здорово. Okay, so that's bag number 1. Это мой первый канадский пакет. I am a teacher at Algonquin College in Ottawa. Я являюсь профессором, преподаю в колледже Algonquin в Оттаве. And I became interested in ALS because I worked as a nurse at the Montreal Neurological Institute. И мне стал интересен вопрос БАСа, потому что я долгое время работала медсестрой в неврологическом госпитале. This is for you, patients and families, the most difficult challenge that you will face. Я думаю, что БАС – это самое большое испытание, с которым вы, болеющие сами люди, и семья болеющих людей, сталкиваетесь за свою жизнь. But I have been humbled and astounded. Но меня потрясает и совершенно поражает by the courage that you show every single day. то мужество, с которым вы живете и проживаете каждый день. So thank you. Спасибо вам за это. I think I have more stuff. You notice I haven't used the PowerPoint yet. Да, я до сих пор еще не воспользовалась ни разу. Where's the magic wand? И что же у нас за волшебная кнопка? No, it's working. It's working. It's working. I can do it. When you don't look at it, it works. I can see it here. It's not working fast.
what we have done when we've done the presentations is to talk about what is ALS. Когда я готовлю презентацию, я всегда хочу, я в первую очередь хочу сказать, что такое БАС. And ALS is different for every patient. БАС протекает всегда очень индивидуально для каждого пациента. So you will find your own personal experience. И каждый из вас, кого затронула эта болезнь, вы понимаете, что вы проживаете свой индивидуальный опыт. You are part of a community. Вы являетесь частью сообщества. You have your family. У вас есть семья, your friends. Друзья. People in your community who can help you. Люди в вашем окружении, которые могут вам помочь. But you also have a passionate community in the clinical and medical field. И также у вас есть команда специалистов, которые с радостью и с большим счастьем будут пытаться вам помочь. The healthcare team, you had pictures of the people. Команда специалистов, вы видели фотографии? So when you know this is my nurse. Когда вы знаете, вот этот человек моя медсестра. This is my physiotherapist. Это мой специалист физической терапии. You can create a relationship with that person. У вас формируются отношения с этим человеком. And you will know that we care about helping you as best we can. И вы знаете, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам максимально. I have been talking with nurses here about assessing patient needs. Я общалась с медсестрами здесь, в Москве, о том, как провести оценку потребностей больных. And the nurses work really hard here. И я понимаю, что медсестры очень много работают. A level of commitment that's amazing. И тот вклад, который делают медсестры, огромен. So we're talking about assessment. Сейчас мы поговорим об оценке состояния больного человека. We got a lot of stuff here. И у меня есть что вам показать. We want to know how well the patient can breathe. В первую очередь мы хотим узнать, насколько затронуто дыхание, как человек дышит. How well do you breathe? Как вы дышите? Do you ever stop and breathe? Вы останавливаетесь, вы замираете в жизни, чтобы сделать дыхание. So right now, just put your hand on your chest. Сейчас положите, пожалуйста, руку на грудь. And take one breath in. Сделайте глубокий вдох. And blow it out. И трубочкой губы сложите и выдохните. Let's try another. И давайте еще разочек. We can breathe effectively. Мы дышим эффективно. For our patients, you may have challenges. Но что касается наших пациентов, то здесь могут быть трудности. You may feel short of breath. Вам может не хватать воздуха. You may have difficulty in the evening when you are trying to sleep. Может быть, у вас возникают сложности, когда вы ложитесь спать, и вам тяжело дышать. And when this happens, you might feel a bit frightened. И когда это происходит, может быть такое, что вы испытываете чувство страха. And your partner might feel frightened too. И ваш партнер, ваш супруг или супруга, или просто члены вашей семьи тоже могут пугаться. Please, when that happens, talk to your doctor and your nurse right away. Поэтому, если вдруг у вас возникают такие ощущения неприятные, пожалуйста, немедленно поговорите с вашим врачом или медсестрой. We want to know how well you can eat. Мы хотим знать, насколько хорошо вы питаетесь. How easy is it to peel an orange? Насколько вам легко съесть дольку апельсина и почистить его? It's very challenging. I don't like peeling oranges because I get stuff all over me. Вообще это очень непросто чистить апельсин. Я вот, например, очень не люблю, потому что обычно весь апельсин на мне оказывается. What else have I got here? Oh yeah. For men, you might have trouble shaving. Для мужчин, которые болеют, возможно, вы столкнулись со сложностью бритье. Little problems brushing your teeth. Может быть, сложность в чистке зубов. You might have difficulty sleeping. Возможно, вам тяжело спать. У вас происходит нарушение сна. Okay. How am I doing with that? Okay. So when we're assessing people, поэтому, когда мы оцениваем состояние больного, we're all individuals.
Мы все личности, мы все индивидуальны. We have a center, У нас есть центр. which is our personal life. Это наша личная жизнь. We have petals. Petals, these. У нас есть лепесточки. And this is the part of our life that reaches out with our families, И это та часть нашей жизни, которая связывает нас с семьями, с нашими семьями, our children, нашими детьми and our ability to do things. и нашей возможностью что-либо делать. But as the disease progresses, Но по мере того, как прогрессирует БАС, sometimes you lose strength. иногда вы начинаете терять силу. You may lose strength in your muscles. Вы теряете силу в мышцах, You may lose strength in your spirit, вы можете слабеть душевно или духовно, but you are still a perfect flower. но все же вы остаетесь идеальным цветком. And time goes on, Время идет, and you may lose more function, и, возможно, вы теряете все больше и больше функций, and you may need more help. и вам нужно больше помощи. Think about that. You may need more help. Подумайте об этом. Вам, возможно, понадобится больше помощи. Our patients know a lot about their diseases. Наши пациенты обычно много знают о своих заболеваниях. They do their own research, Они проводят свои собственные исследования. and they know about the clinical trials often before we do. Они часто знают о исследованиях, которые проводятся в мире гораздо раньше, чем об этом узнают врачи. Our patients are in charge of their own lives. Наши пациенты несут ответственность за свою жизнь. And I know my colleague Richard will be talking more about that. И я знаю, что Ричард, мой коллега, будет говорить как раз об этом в своем докладе. This is your life, Это ваша жизнь. and you have the right to decide how you will live your life. И вы вправе решать, как жить эту жизнь. Now, just a little worse for wear. One of the volunteers, is Louisa here? Лариса. Larissa. Один из волонтеров, Лариса, Larissa, we were in the Moscow metro, мы были с ней в метро московском. and this is mimosa, Это цветочек мимозы. which I've never seen before. Я никогда его раньше не видела. But she told me that mimosa is a symbol that spring is coming. Лариса объяснила мне, что цветок мимозы символизирует приход весны. And so I understand that spring is coming, Я понимаю, что весна придет. and that your hope is always there for spring to come. И я понимаю, что надежда, что для вас также придет весна, всегда с вами. Now I want to talk a little bit about volunteers and fundraising. Я бы хотела еще немножечко сказать про волонтеров и сбор средств, фандрайзинг. This program did not come together magically. Как вы понимаете, вся эта программа сама собой не возникла. It took many people, many hours to put it together. Много людей, много времени потратили на то, чтобы все получилось. So, I was thinking I should be part of the fundraising. И я подумала, что хочу быть частью фандрайзинга. Oh, and I just stabbed myself. Oh, Louisa, I bought this. Лариса, Larissa, I bought this. Смотри, Лариса, я привезла эту картину. And tell her I used her mimosa. И, Ларисочка, ваша мимоза, которую вы подарили Кэти, сейчас тоже блистала. Oh, I'm bleeding. How frightening. Как кровотечение. I bought this because I loved it. I looked at it and I don't know what it captured my heart. Я купила эту картину, потому что она совершенно покорила мое сердце. And it says, live now. И вы видите, здесь написано «Живи сейчас». And you know, it doesn't matter if we have ALS. И, вы знаете, на самом деле не так важно, есть у нас БАС, болеем ли мы БАСом или нет. We really do only have moments to live. Thank you. У нас у всех, самое главное, есть моменты жизни, моменты, которые надо проживать. So we will be seeing people who want to live at home. Мы можем встретиться с теми людьми, которые хотят жить дома. And that's important if it's possible. И это очень важно, если мы можем обеспечить такую возможность. And if you want to live at home for as long as you can, И если вы хотите жить дома, находиться дома в кругу близких
максимально долго. I think that the team will help you to do that. Я думаю, что в этом вам поможет команда. Richard will be talking more about ethical issues and decision making. Ричард в своем докладе коснется в большей степени этических вопросов и вопросов принятия решений. Because in every culture, Потому что в каждой культуре there are differences. Существуют большие различия. Every healthcare system is different. Каждая система здравоохранения имеет свои особенности. Every opportunity for care may be different depending on where you are. Каждые возможности для ухода могут быть различны, зависит от того, в какой стране вы живете. And Lev has given you a very nice presentation about the new research that's gone on. И Лев только что в своей презентации коснулся новых исследований, которые сейчас проводятся в мире. You know, we have Paulina who will show the sign if you have 5 minutes left. Oh, okay, that's fine. So when are you waving that sign at me? I have 5 minutes left? Not yet. Not yet. Okay, well I will work fast. Listen quickly so I can talk fast. Пожалуйста, слушайте быстрее, тогда я буду быстрее говорить. So I want to go down to. Sure, I'll just stand here then. No, just for now. No, I can do it. Sure. It's important that we realize about public awareness. Для нас очень важно понимать осведомленность общества относительно баз. The most famous American Самый известный американец, гражданин Америки, was the baseball player Lou Gehrig. Был игрок в бейсбол Лу Гehrig. No one had ever heard about ALS until Lou Gehrig got it. Собственно, никто в мире не знал о БАС, пока им не заболел Лу Гehrig. And this disease is also called motor neuron disease in Europe. В Европе эту болезнь называют болезнь двигательного нейрона. So as you know, it's a progressive disease. Как вы знаете, это прогрессирующее заболевание. But that doesn't mean it progresses the same in every person. Но это не значит, что скорость прогрессии одинакова у каждого человека, она разная. So you need to be aware that you have your own progress. И вы должны понимать, вы должны знать, что у вас скорость заболевания своя. You know that you may have difficulty with your hands. Вы знаете, что могут быть сложности с манипуляциями в руках, your legs and your ability to move. В ногах, что может нарушаться подвижность. ALS doesn't usually affect cognitive status, so your awareness. Чаще всего БАС не затрагивает сознание, поэтому вы абсолютно хорошо понимаете, что происходит. It doesn't affect vision and eye movement. БАС не касается зрения и движения глаз. And it doesn't affect sensory or bowel, bladder or sexual function. И БАС не касается чувствительности, мочеиспускания, половых функций и кишечника. There's been a very good coverage about the two types of ALS, so I'm not going to talk about that. Елена уже рассказала о том, что существует два вида БАС, семейная форма и спорадическая. Я не буду на этом задерживаться. So even with all the research that's going on, и у нас огромное количество исследований сейчас проводится, но даже при всех этих исследованиях we cannot specifically say that there is one disease and one cause. Мы все же до сих пор не можем сказать, что вот есть заболевание и есть причина этого заболевания. We know that it's not contagious. Мы знаем, что оно не заразно. And it's not infectious. И природа БАС не инфекционна. Most people are between the ages of 40 and 70. Большинство пациентов, большинство людей, заболевающих БАС, средний возраст их от 40 до 70 лет. However, we're seeing that there are younger patients, and this is a little bit surprising. И все же мы знаем, что БАС сильно молодеет, и есть больные довольно юного возраста. The life expectancy is from 18 months to 5 years without any treatment. Если человек не получает никакого лечения, продолжительность жизни составляет от 18 месяцев до 5 лет. However, with a lot of intervention,
the life expectancy can be much longer. Но если мы предпринимаем какие-то действия, да, по поводу продления жизни, то, конечно, продолжительность жизни может быть гораздо дольше. And you can see Stephen Hawking has been alive for a very long time. Ну, например, вы знаете Стивена Хокинга, который очень долго жив, при том, что болеет БАС уже больше 50 лет. And I think he's probably the most brilliant man in the world. Мне кажется, что это один из самых умных людей в мире. However, I don't understand one thing about what he is presenting about the universe. Я вообще ни слова не могу понять из того, что он рассказывает про устройство Вселенной, у меня прям в голове это не укладывается. I thought my universe was going along really quite nicely today. Мне кажется, что моя Вселенная очень здорово развивается, идет сегодня. Until I put my glasses on. Когда я надеваю свои очки, And discovered that the lens is gone. Когда я вдруг понимаю, что, линза выпала. That sometimes happens with our patients. То же самое происходит с нашими пациентами. ALS was not in their life plan. БАС явно не входил в ваши жизненные планы. You're doing real well on this. Я не буду это переводить. I was here 5 years ago, 6 years ago. 5-6 лет назад я приехала сюда первый раз. And I had this great photo of St. Basil's Cathedral. У меня в телефоне, я тогда сделала фотографию собора Василия Блаженного на Красной площади. And I thought, wow, I'm gonna get another picture. И я подумала, как же это круто, я хочу еще его сфотографировать. So there I am in Red Square in the snow. И вот стою я на Красной площади, идет снег. I click it. Я нажимаю. And I get this message. И получаю сообщение. No more storage. Больше нет свободной памяти. No more storage. Больше нет свободной памяти. Sometimes no more storage happens to patients, families, and caregivers. Иногда такое состояние, когда больше нет места, уже вот как бы выносить невозможно. Это случается с пациентами, с семьями, с ухаживающими. It happens when there's so much information that you can't store it anymore. Когда вы получаете столько информации, что вы ее уже вместить не можете. And I consider this to be burnout. Я называю это выгоранием. The other name is compassion fatigue. Другое название это, так сказать, сострадательная усталость, то есть усталость изнуряющая усталость от того, что вы постоянно сострадаете кому-то. And the other thing is the feeling that I can't do one more thing. Возможно, вы столкнулись с тем, что вы чувствуете, я больше вообще ничего не могу делать. Has anyone ever felt that tired? Скажите, кто-нибудь когда-нибудь чувствовал себя настолько уставшим? Что ж так не смело, мне кажется, все мы хоть раз в жизни чувствовали себя настолько уставшим. When you feel that tired, the first thing to do is to admit it. Когда вы чувствуете себя настолько уставшими, первое, что нужно сделать, это признать это. To say, you know, I have no more storage. Сказать себе и окружающим, у меня больше нет свободного места. So sometimes you need to go and recharge. Иногда вам нужно подзарядиться. I went with my phone and I logged on to settings. Если я завернусь к своему телефону, я открыла настройки. And I went into photos. Я зашла в папку фотографии. And I went delete, 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 delete. И я нажимала кнопочку удалить, 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 удалить. So that I hope I've got some more storage to go and take a picture of St. Basil's Cathedral. Все я это делала для того, чтобы у меня появилось свободное место, чтобы я могла сфотографировать собор Василия Блаженного. So I want you to think about how you can delete so that you can rest. Поэтому я прошу вас подумать, что вы можете, где у вас вот эта кнопка delete, для того, чтобы у вас освободилось место. And you also need to take some time for your physical self. И у вас обязательно должно быть время на вас, на ваше тело. I don't mean that you should climb Mount Everest. Я не имею в виду, что вам надо срочно бежать и залезать на Эверест. But I'd like you to move around a little bit. Я хочу, чтобы вы могли подвигаться немножко. So just when you're sitting in your chair, Например, когда вы сейчас сидите в кресле, вы можете подвигать плечами, повращать.
Because when you sit here for a long time, guess what? You're going to get tired. Потому что когда вы долго сидите, ну, подумайте, что с вами может произойти. Вы, конечно, устанете. And you will not concentrate as well. Вы не сможете так хорошо концентрироваться. And I think, am I the only thing keeping them from lunch? Я надеюсь, я не единственная причина, которая удерживает вас от ланча, от обеда. It's coming soon. Уже скоро, все скоро будет. So, the research shows that patients who are involved in a multidisciplinary team do better, they function better. Исследования показывают, что пациенты, с которыми работает мультидисциплинарная команда, качество их жизни и их ощущения гораздо лучше. And that's because you've got people who know about the health problem. И это все потому, что есть люди, которые знают о проблемах, возникающих со здоровьем. If your plumbing didn't work, if your toilet was blocked. Если, например, you mean the toilet, the place? No, the flush thing. Ну, то есть, если у вас, например, ну, не работает унитаз. If your toilet's blocked, you're going to go get a plumber. Ну, в конце концов, вы пойдете, найдете вантус, вы вызовете техника, сантехника. So you need a subject matter expert, somebody who knows what they're doing. Поэтому вам нужен специалист, тот, кто знает, с чем он имеет дело. And you have multidisciplinary teams. У вас есть мультидисциплинарные команды. In St. Petersburg and here. В Санкт-Петербурге и в Москве. All right. I'm going to go really fast. Я ускоряюсь. Don't even try. It's a test to see how quickly you can read. Даже не пытайтесь, это тест, насколько быстро вы можете прочитать. I talk about hope. Я говорю о надежде. Hope is when we believe something better can happen. Надежда – это наше верование в то, что будет лучше. And I think if you took like 20 seconds, you could think about what is it you hope for. И если вы на секундочку задумаетесь и сформулируете для себя, что такое надежда, I hope I can find the lens in my glasses. Ну, для меня она, например, я надеюсь, что я найду стекло, выпавшее из моих очков. I hope I can get back to Canada Я to see my husband. надеюсь, что я благополучно вернусь в Канаду и увижу моего мужа. So, everyone has their own hopes. Please, not now. Take 3 minutes to think about what are your hopes. У каждого есть свои надежды, и я прошу вас не сейчас, но найдите время, 3 минуты буквально, и поймите, в чем заключается надежда для вас. Everyone wants to live as long as possible. Любой человек надеется жить как можно дольше. But you know what? None of us live forever. Но никто из нас не живет вечно. It doesn't matter what illness we have. И это не зависит от заболевания, с которым мы живем. None of us live forever. Никто из нас не будет жить вечно. However, I hope that you're living what you want. You're living your dreams. И все-таки я надеюсь, что вы живете так, как вы хотите жить, что вы проживаете свою жизнь и свои мечты. We hope that your physical impairment will move more slowly. Мы надеемся, что физическое ухудшение, да, которое сопутствует вас, у каждого из вас, кто болеет, будет протекать медленнее. And that every piece of technology that helps you be independent will be available to you. И мы надеемся, что любая помощь, любая технология, которая может вам помочь, чтобы вы имели к ней доступ. So when you think about what your hopes are, you need to let us know on the healthcare team. И когда вы думаете о том, что есть ваши надежды, обязательно дайте знать об этом команде, которая с вами работает. You might want to go somewhere and see a family member. Например, вы можете хотеть куда-то поехать и увидеть дальнего родственника. You might want to do something very special for yourself. Может быть, вы хотите сделать что-то особенное для себя. Please do it now while you can. Пожалуйста, сделайте это тогда, когда вы можете. Сделайте это сейчас. And that's not the message for just one group. That's the message for all of us. И то, о чем я сейчас говорю, это послание касается не только маленькой группы, да, больных баз, это касается каждого из нас. Because we really have moments to live. Потому что у каждого из нас есть моменты, которые мы бы хотели проживать. So please seize your present moment. Поэтому цените ваш момент настоящего.
and you can see that I didn't actually learn Russian this week. Я не успела выучить русский за эту неделю. But I want to thank the patients. Во-первых, я очень хочу поблагодарить пациентов, their families, их семьи, and all of you for being here. И всех вас за то, что вы пришли сюда. Спасибо.